Продолжим. У нового тела действительно почти постоянным образом некое ощущение бытия до такой степени незнакомого, и это становится постоянным. И тогда есть сознание, что для тел нет другого решения, кроме как полная сдача. Полная сдача. И в этой полной сдаче тело замечает, что эта вибрация не есть вибрация распада, а нечто неизвестное, новое и неизвестное. Вот действительно, вот это благостное ощущение пребывания в новом тонком вибрационном теле, вот, носителя жизни вечной, кажется поначалу очень странным, однако вскоре это новое состояние становится для тебя привычным, и ты понимаешь, что это теперь навсегда. Что ничего из старых ощущений не будет уже, все. Это постоянное, стабильное новое состояние. Оно непривычное поначалу, но потом оно просто становится нормальным способом твоего существования, нового существования. И что же прежде всего определяет это ваше новое состояние? Помимо того, что вы теперь существуете, как бы растекаясь в пространстве, вот ощущение, что вы растекаетесь где-то в беспредельности, это еще полное отсутствие влияния на вас каких-либо деструктивных вибраций. То, что могло бы разрушить вас, этого нет. Нет то, что может вас разрушить. Нет то, что может вам повредить в вашем новом этом состоянии. Как это место имеет в материальном мире. Там вибрации многие деструктивны. Психологически деструктивны, на телесном уровне деструктивны. А здесь этого нет. Такое неизменное чувство стабильности, как бы внешние обстоятельства не складывались, но вы в стабильности существуете. То есть вы, ощущения у вас стабильные. Они не меняются ни в одну, ни в другую сторону. И это служит для вас убедительным утверждением или подтверждением того, что вы существуете теперь не только в беспредельности, растеклись, но и, наверное, в вечности. Если это стабильно, то оно не может быть ничем разрушено. Вот это действительно интересный такой момент. А посему возврат в старое физическое тело, в связь с ним, в смертную жизнь уже становится невозможным. То есть пройдена та граница, когда вы еще можете вернуться в прежнее существование. Уже этого нет. То есть вы вроде бы здесь и не здесь. Вы вроде бы здесь, но не от мира сего. И это не странно, это нормально. Это не вызывает у вас каких-то стрессовых реакций. Оно, тело, не приходит в замешательство. Оно знает, что это не то, что люди называют смертью. И все другие вещи, кроме чисто материальных, все психологические, моральные вещи, все кажется таким детским. Люди, вы делаете проблемы из ничего. Если бы вы знали, что там есть... То есть, когда ты в новом состоянии, испытав влияние старого состояния, люди, то вы вообще, если бы знали, что вы получите в результате, то, наверное, бы не стали нисколько сомневаться, а полностью отдались пути. Но, увы, люди как-то цепляются за старое, хорошо известное. Это действительно сам факт переселения в эту индивида или индивидуального сознания, в эту новую тонкую структуру, которая смерти не подвластна, действительно окончательно решает эту проблему смертной жизни. И при этом ваше новое сознание супраментальное, оно постоянно ощущает, как бы я бы сказал, даже пронзительно ощущает всю глупость и нелепость ментальной жизни, которая вас окружает. Со всех сторон, так сказать, это видно. Общаясь с людьми, просматривая какие-то передачи новостные, и понимаешь, что все человеческие проблемы, все психологические трудности, которыми много занимаются, пытаются их как-то преодолеть, все человеческое творчество, художественное, всякое разное, пронизанное болью, страданиями и этой деструкцией, разложением, это просто причуда и забавы взрослых инфантильных людей. То есть люди вроде взрослые, но как дети забавляются какой-то ерундой. То есть инфантилизм видно.
Вот сейчас особенно, ну, я не знаю, может быть, вы этого не видите, но для меня вот любое выступление в любой передаче, там, по культуре, о чем-то рассказывают, что-то разбирает, ну, какое-то детство, ну, просто детство. То есть не потому, что ты вот такой умный, глубоко чувствуешь, что совсем все не то, все по-другому, но сколько можно. Вот просто здесь на контрасте с тем, что ты когда-то тоже делал, наверное, тоже анализировал, понимаешь, боже мой, чем я занимался тогда? Вообще, зачем все это нужно? И окажется, это нужно для того, чтобы уйти от главного. Просто толочь воду в ступе, чтобы к главному не подойти. Знаете, вот старая прежняя жизнь, да, она не дает вырваться людям из этой западни. И вот они в этих мелочах ковыряются, обсуждают, что-то решают, дискутируют. Вот новое сознание особенно это замечает. И постоянно. То есть вот к этому привыкнуть нельзя. Вот к глупостям людей ну, не привыкаешь. Улыбаться можно, но привыкнуть нельзя. И вот то, что я это самое, ну, двумя руками за, я понял, что мы с ней на одной волне. Есть трудность также с дыханием. Дыхание короткое. Что произойдет, я не знаю. И действительно, она очень точно подметила, что ее дыхание стало поверхностным и редким. И это свидетельствует о том, что в функционировании организма кислородный обмен задействован ну, совсем минимально, то есть в значительно меньшей степени, чем это было раньше. То есть не требуется для поддержания жизнедеятельности организма глубокого или частого дыхания. То есть дыхание становится поверхностным и значительно уреженным. Вместо там 16-20 дыхательных движений в минуту, ну, я не знаю, у меня где-то вот 4, 5, бывает 3, бывает и 2. И поверхностное. То есть это свидетельствует о том, что энергозатраты организма в основном покрываются, физического тела имеется в виду, в основном покрываются за счет чистой энергетики. То есть то, что ты с приемом пищи, расщепление пищи, как энергоресурс, значительно меньше. То есть это никак не оказывает влияния и на работу организма. И у меня такое даже впечатление, что ты принимаешь пищу для того, чтобы почувствовать вкус, и больше ни для чего. Ну, вкус почувствовать, еще остается там что-то, вот покушал, вкусно, правильно? Не для того, чтобы там покрыть какие-то энергоресурсы недостающие. Нету этого. Вот. То есть кислородное дыхание, резкое вырежение дыхания и вообще самого процесса кислородного обмена изменяется, так сказать, это очень контрастно. Свидетельствует о том, что физическое тело уже существует в новой энергообменной среде. По иным законам функционирует. Все. Не по старым законам. И новая физиология тела – это и есть реальное подтверждение обновления вашей жизни. Экологически чистый источник универсальной энергии или пространственной энергии, которую невозможно ничем отравить, находится в каждой точке пространства над вашей головой. Вы все время постоянно с ним связаны. Где бы вы ни находились. Почти всю ночь тело находится в состоянии сконцентрированного отдыха в божественном. И все замечательно, но иногда еще проскальзывает нечто, что напоминает сон. И тогда тело становится таким несчастным. Ну, в ночное время, в состоянии абсолютно двигательного покоя, вы действительно всецело в океане пребываете божественных вибраций. Это действительно чудо. Лишь изредка в это благостное состояние могут внезапно оборваться, также быстро исчезать деструктивные вибрации, которые, она вот говорит, напоминает о прошлой смертной жизни, которая видится вам теперь далеким и забытым сном. Вот она говорит, что в сновидениях возможны какие-то вот прорывы вот прежней как бы жизни, вот отблески вот той жизни, но они ни в коей мере не влияют на общее состояние в результате. Шри Аурабинда.
Работа грядущей супраментальной силы, как мы ее видим, заключается не в воздействии на физическое, придающем ему необычные способности, а во вхождении, проникновении в физическое, чтобы полностью превратить его в новое, супраментализированное физическое. Вот он говорил в 1936 году. То есть в далеком 1936 году Шри Ауробинда предвидел, что главная работа, которая будет совершаться супраментальной силой на Земле, и в земном человечестве в частности, это не придание физическому телу каких-то особенностей видимых, что оно там станет каким-то суперсовершенным, с какими-то определенными новыми возможностями, да, не об этом он говорил. Это не умножение каких-то оккультных сверхспособностей, а действительно радикальная трансформация физической материальности, чтобы эта физическая материальность была преобразована или переформирована в нечто принципиально новое. То есть не какие-то видимые физические изменения или оккультные способности должны определять следующие ступени эволюции, а действительно проявление принципиально нового носителя индивидуальности. Он блестяще это прочувствовал. И телесные опыты матери вот на уровне, на телесном, вот супраментальные изменения полностью подтвердили его правоту. Любопытная ситуация. Существо вовсе не повернуто к себе. Нет ничего, вот оно просто простирается в бесконечность. Существо воспринимает формы, но не сохраняет их. Очень странная, парадоксальная вещь, вот, особенно фраза «существо воспринимает формы, но не сохраняет их». Вот она заостряет внимание на одном из действительно парадоксальных явлений, которое свойственно пребыванию вашему в новом вибрационном тонком теле, в состоянии полной прозрачности энергетической, а именно на утрату чувства собственной физической формы. Вот другие формы ты воспринимаешь физически, а собственную нет. У тебя ее нет. А другие формы вот, ты воспринимаешь. Странная вот такая вещь. Ну, другие формы, они и существуют как другие, а ты, вот, как воспринимающее сознание, с физическим телом не связан. Поэтому ты не воспринимаешь себя как тело и не ощущаешься этим телом. А другие, да, они стабильны в своем телесном статусе или материальном. Ты их ощущаешь. Вот очень странная такая вещь. Иными словами, утратив в своих ощущениях прежнюю физическую форму, в ощущениях, я говорю, вы утратили. Форма-то она сохраняется для глаза, да, но вы в ощущениях ее утратили. Вот, утратив свою физическую форму прежнюю, вы пребываете теперь в беспредельности. Однако окружающий мир физических форм продолжает существовать для вас в видимом диапазоне неизменном. Но при этом все материальные формы не имеют жесткой фиксации. Вот нет вот ощущения, что они как бы вечны, что ли. Ну, я понимаю, что понять умом это невозможно, но не могу об этом не сказать. Вот она об этом говорит, и я пытаюсь об этом сказать, но понять это бесполезно. Вот интересные такие ощущения, необычные, не пугающие нисколько, не удивляющие вас, они привычные. Привычные, как раньше было привычным то, что мы наблюдали через посредство традиционных органов чувств. Зрение, слух, там, обоняние. Вот. Тело чувствует, оно чувствует силы, которые проходят, но оно совсем даже не чувствует, что они проходят, что оно их отдает. Это проходит через что-то очень несуществующее, очень-очень несуществующее. Вот опять очень странное чувство, странное ощущение. То есть это есть классическое описание матери состояния пребывания опять-таки в новом тонком вибрационном теле, в состоянии полной энергетической прозрачности. Через вас или из вас, не знаю, постоянно исходят и беспрепятственно проходят какие-то потоки силы, неисчислимые потоки, но при этом то, что вы могли назвать собой, как некий конкретный объект, вовсе не существует. Вас как материальной формы нет, а есть только исходящие откуда-то потоки силы во всех направлениях, и это вы теперь.
Вы потоки силы. Тонкая сила, которая исходит во всех направлениях. Вот это странность, да. Ну, странность, когда над этим задумываешься. А если нечем задумываться, ну, ума нет, то странности нет. Ясно? Нет странности, потому что нет оценщика этой странности. Просто это новое состояние, вот и все. Никто его не оценивает. Вот. К счастью, ум не работает, этот вопрос в воздухе повисает. Кто вы теперь? Это ум может задать этот вопрос, но этого вопроса нету. Значит, кто вы теперь? Ну, кто есть, то я и есть. То есть, вот вам принцип неопределенности в действии. Вот в квантовом мире существует принцип неопределенности. Да? Странно, но факт. Вы не можете определить себя как что-то определенное. В квантовой физике это нормальное явление. Вот вы в новом качестве не можете определить себя как что-то определенное. Я не знаю. Что-то другое, но что, трудно сказать. Да и не надо. Вот такие чудеса превращения при супраментальной трансформации нас ждут. Я заметила, что с восприимчивыми людьми божественное течет и течет, течет и течет, и ничего другого, ни мысли нет, нет даже ощущения. Вот она о чем здесь пытается сказать? В присутствии людей, восприимчивых к вибрациям новой жизни, к вибрациям супраментальной силы, людей, открытых этому заражению, что ли, супраментальному, энергетический поток нисколько не нарушается. То есть эти люди как бы его принимают, и никаких препятствий нет. И ты ощущаешь с ними твое спокойное течение или спокойное окружение нисколько не как бы сопротивляющиеся тому, что вы собой сегодня представляете в новом качестве. Просто спокойно. Вот в вашей атмосфере эти люди чувствуют себя нормально, ты не чувствуешь препятствий со стороны этих людей. Вот. То есть это взаимное состояние, которое определяет внутренний покой благодатный, и все. То есть как бы взаимодействие есть, но как бы отсутствие взаимодействия, абсолютный покой. Вот. Этот феномен текучести хорошо просматривается в процессе вот наших встреч, наших бесед, при условии, что в аудитории нет людей, которые упорно сопротивляются вот потоку этой силы. Но, как правило, в последнее время таких людей все меньше, и практически они уже не определяют атмосферу, вот, общую. Это бывает в новой аудитории, там, при освоении, допустим, каких-то новых городов. Сейчас мы уже не осваиваем ничего нового. Последняя была Самара. Вот. Там при первом, при первой беседе там чувствовалось. Вот были люди, которые фанили, мягко говоря. И поэтому приходилось по ходу перестраиваться, как бы снижать уровень или планку того, что материалы, которые я излагал, там находится всегда выход, но, как правило, на второй день они как бы отпадают, эти люди, они не выдерживают больше, да, хотя обещали присутствовать. Вот, вот так теперь ты чувствуешь обратную связь. Есть она у тебя с аудиторией или нет? Если все нормально, нет сопротивления, значит, связь есть. Значит, не без толку говорим, какой-то результат должен быть. И есть, судя по всему. Вот. О, замечательно, все в порядке, это мое идеальное состояние. В такой момент все абсолютно хорошо. У меня нет впечатления, что я существую. Просто это не имеет пределов, то, что я называю собой, и это любопытно. То, что я называю собой, не имеет пределов. Видите, опять странное такое сравнение. Вот. Если над этим как бы это банализировать, то действительно это странно. То есть признаков привычных старого существования совсем нет. Вот нет признаков тех, которые определяли ваше присутствие в физическом теле. Вспомнить их нельзя. То есть они в памяти не сохранились, и вот попытаться их вспомнить, вернуться в то состояние, потом сравнить с этим бесполезно. Но понимаешь, что все принципиально по-другому.
Вот. И при этом вы существуете, да еще как. Тогда ты думал, что существование определяется вот наличием физического тела, то, что вы через него познаете, да? Но тут, оказывается, без него можно. И гораздо свободнее, чем это было тогда, безболезненный. Это не ограничено, но это такое вот течение через тело. И тогда это направлено на человека, на весь мир. Это действительно удивительное состояние. Вот состояние полной энергетической прозрачности, действительно из течения из тебя или из того, что ты называешь тобою, неких энергий, которые расходятся во всех направлениях, и ты понимаешь, что они направляются для совершения какой-то конкретной работы. Что-то не просто так все это куда-то течет, оно истекающее из тебя, какие-то там производит изменения, какую-то работу выполняет для тех, кто это принимает, или они направляются не тобой специально, а сами туда, где это востребовано. Это действительно интересная вещь. Ты не имеешь представления об этом и не задумаешь, но ты понимаешь, что они с какой-то пользой от тебя исходят. Не просто так вот. Чтобы посвятиться и все, как пустоцвет. Куда-то это идет и куда-то направлено в эволюционном плане. После одного ночного переживания, она говорит, у меня такое впечатление, что да, у тела, это новое сознание, она называет телом, у тела такое впечатление, что оно спасло кому-то жизнь. Так вот, в состоянии полной энергетической прозрачности вы постоянно работаете на Землю, что ли, на земное человечество, что-то идет во всех направлениях, и органично вы встраиваетесь в общий эволюционный процесс. Понятно, наверное, вот та степень вашей духовной, я не скажу чистоты, от вашего духовного совершенства, она предполагает уже включение вас в общий эволюционный процесс. Не только в индивидуальном порядке какие-то решать задачи, вы индивидуальное свое как бы выполнили, да? И дальше вы уже включаете в общий эволюционный процесс. И проходящая через вас энергия направляется туда, где они действительно востребованы. То есть у вас нет ни единого помысла, чтобы адресно куда-то это направлять. Потому что как только у вас возникнет эта мысль, заработает ум, у вас этих энергий не будет, вы их никуда не направите. Может, их не будет, направлять будет нечего. Вот. И при этом действительно они кого-то врачуют, снимают напряженность на астральном плане, кого-то заражают, возможно, этими вибрациями новой жизни. И при этом вы как бы не имеете к этому никакого отношения. Не имеете действительно никакого отношения, потому что никакого витального желания помочь кому-то у вас нет. Вот если у вас появляется желание помочь кому-то, все перекрывается. Нет той силы, которая помогает избирательно кому-то. Она для всех одна. Ясно? Все равны. А то вы вот туда, вот кому-то надо, а вот этим не надо. Как вы можете решить, кому надо, а кому не надо? Не вы решаете. Вот то, что идет от вас, оно идет туда, куда надо. Не вы распоряжаетесь вот той энергетикой, которая теперь есть суть вашего существования. Не вы. Вот это замечательно. Представляете, голова не болит, кому помочь, кому не помочь, этот враг, этот там друг. Нету таких. Никаких разделений нет. Это странно. Ну, ума-то нет, поэтому нет эго, и значит нет каких-то предпочтений в вопросе распределения энергии, как материальных благ, там распределяют, кому-то надо дать, у кого-то надо отнять. Тут нет этого. Божественное, оно по другим законам существует и распределяется, совсем по другим. Вот. И при этом вы как бы не имеете к этому никакого отношения. И вот в моей жизни было несколько случаев, когда через меня действительно
я понимаю, оказывалась необходимая помощь довольно близким мне людям при их расставании с физическим телом, в частности, при умирании в результате тяжелых заболеваний. Я с ними вместе умирал, как бы часть их, так сказать, вот, процесса умирания во мне происходило, а потом, когда они расставались с телом, я чувствовал облегчение. То есть во времени это было понятно. В 3 случаях у меня это было 100%. Они помнили обо мне, как бы была вот эта связь, и часть каких-то там, может быть, болезненных явлений, они как бы на мне проходили. Это я ощущал, задыхался буквально. Вот мой папа умирал, я чувствовал, что я задыхаюсь, вот у меня дыхание прекращается, потом мне позвонили, сказали, все. А до этого за 2 или 3 часа, вот, до моего ухода, мы с ним разговаривали, вот, потом я уехал, потом ночью вот этот процесс начался у него, хотя не было предвестников таких. И вот я с ним умирал. С мамой было весело. Мы с мамой весело умирали. Вот с ней проблем не было. Она не боялась ничего, за жизнь не цеплялась. И некоторые люди рассказывали мне, вот иногда при встрече говорят, вы мне помогли в какой-то трудный момент. Кто-то говорит, вот вы, Александр Васильевич, меня спасли там от самоубийства. Несколько раз это было. Я говорю, я специально никого не спасал, не знаю. Может, какие-то перераспределения энергетические вы восприняли как за мою адресную помощь. Я адресно никого не спасал. Как-то оно само происходит. Представляете, вот, когда вот ты задумаешь что-то сделать, вот эго задумает, то ничего не получится. А когда вот ты на все воля твоя, Господи, берите, вот тогда все складывается так, как нужно. Понятно? Вот такие интересные вещи в новом мире, в новом сознании. И вот те люди, которые говорили, что я им помогал, я спрашивал, а как это происходило? Откуда вы это знаете? А они вот говорили, что когда требовалось укрепить дух, они обо мне вспоминали. Обо мне. Не о Господе там вспоминать, да, Господи, укрепи мой дух. Они вот кого они знают все-таки, на всякий случай, вдруг поможет. Вот говорят, что вспоминали вас, когда требовалось укрепить дух. Вот такой интересный диалог был. То есть, видимо, каким-то чудесным образом, невидимо, а он действительно происходит какой-то незримый энергетический обмен. Вспомнили, и идет обмен. Просто вспомнили. И все. И действительно, этот обмен, который нужен тем, кто нуждается в помощи. То есть обмен на любом расстоянии, в любое время. Он возможен. Я понимаю, что это возможно. Но бывает так, вот, когда люди, требуется помощь квалифицированная медицинская, допустим, назначается день операции. Я спрашиваю, когда у вас будет? Вот, мне говорят, я как бы вспоминаю, и идет обмен, незримый опять-таки. Они говорят, ой, так хорошо, вот так вот все легко было. Может быть. Я не направлял адресно, а просто вспомнил. Вот сейчас операция, все. То есть это уже как-то вот как короткое замыкание. Не то, что я вот сейчас вот ему помогу, не знаю, что там будет, но я просто вспомнил. И все, и больше ничего. То есть нет каких-то насильственных принуждений энергетически во что-то вмешиваться. Вот это самое замечательное, что не надо никаких усилий прилагать. Если что-то происходит, то естественным образом. По воле Господа. Вот и все. Не по нашей воле. Ему виднее, кому как это все обставить. Эта воля всегда активна для совершенной гармонии. Да, для совершенной гармонии, насколько мы можем ее себе представить.
В этом представлении есть также знание того, что это будет прогрессировать, что как только эта гармония установится, начнется работа по другому совершенствованию, которое пока от нас ускользает. Вот здесь, в этой ее фразе, понятно, что она прекрасно чувствует грядущую перспективу, которая открывается ей в динамичной работе с супраментальной силой. Она это ощущает на собственном опыте. Перспективу божественной гармонии в конечном счете, или божественной гармонизации жизни на Земле, что в конечном счете все-таки в результате жизнь не должна быть такой прискорбно жалкой на Земле, да? Она должна быть гармонизирована в соответствии вот, с новыми требованиями духовной эволюции. Вот. А что и как конкретно в этом направлении произойдет, только время может показать, наверное. Мы можем говорить о какой-то гармонии, да, но это опять будут слова. Если индивидуально ты ощущаешь это состояние, то как это в человечестве себя проявит и когда, это другой вопрос, поэтому фантазировать здесь не имеет смысла. Видимо, все-таки квантовый скачок эволюции определит это состояние гармонии. До него вот эта переполюсовка сознаний, разделение на, не сказал бы, враждующие станы, а на свет и неведение, будет прогрессировать это состояние. Это видно, что идет прогресс в разделении сознания людей. И определяется свой-чужой уже по состоянию души. Понятно, наверное, да? И, наверное, только нашим людям, которые проживали нашу отечественную историю, удается, и в отличие от остальных народов мира, да, которые по национальному принципу может там тесно сплачиваться и быть вместе. Ведь наш народ только когда беды большие, тогда сплочение наступает. Так, мы индивидуалисты. Заметили? Даже радуемся, когда у соседа дом сгорел. Бывает такое. Нет, подожди, я просто говорю из русской истории. Вот, ты не радуешься, я не про тебя говорю-то. Но, когда дело касается свой-чужой, вот только русский человек, независимо от национальности, любого, человека примет за своего, когда душа говорит «свой». Пусть он негр, пусть он, я не знаю, африканец, колумбиец, пусть он, кто угодно. Но свой-чужой не по национальному принципу. Вы поняли или не очень? Не по религиозному, мы православные там, или мы католики, не по национальному, как датмяне, допустим, евреи, как-то у них национальность, помощь своим. Нет, для меня, если у него нет этого, то он для меня чужой. То есть не то, что чужой, но не мой. Понимаете? Свой-чужой – это свойственно нашему народу, независимо от национальности. Заметили? По душе. То есть родство по душе. Иисус об этом говорил, и нам это привили изначально, то самое начальное христианство, которое было, в психогенетику нашу заложило. Духовное родство, не кровное определяет. И все. Это свойственно нашему народу. Лучшему представителю. Понимаете? Это есть особенность определенная. У нас же никогда не было русской партии, не было никогда каких-то движений русских или каких-то отдельных, экстремальных вещей. Не было и все. Мы индивидуалисты, по сути-то. Воспитанные в смирении. Индивидуалисты. Мы не пытались против власти идти. Революция 17-го года кем делалась? И народ семена делал. Что там говорить? Я сейчас полностью третий раз погрузился в это. Небольшой слой ее делал, идеологически заразил. И это как переворот государственный, и все. Не более того. Государственный переворот, не все люди участвуют, а только что-то, что имеет возможность перевернуть. Понятно? А мы пассивны в этом плане-то, в политическом, просто абсолютно пассивны. Заметили? И это очень положительный момент для духовной реализации. Оказалось. Понимаете? Как все слажено-то у нас.
Потому что главная революция, она в душе должна состояться, а не не в государстве. Это новое состояние убирает фиксированность. Старое не только фиксировано, оно еще и хрупко. Наше физическое хрупко, а это избавляет от хрупкости там, где ломалось, теперь там гнется. Там, где крошилось, появляется текучесть. Очень любопытно и очень трудно это объяснить. Вот она действительно затронула очень такой тонкий вопрос. Физическое тело, функционирующее в новой энергообменной среде, новая структура проявилась. Вибрации новой жизни, они и пронизывают физическое тело, которое в поле этих вибраций находится. Оно породило новую жизнь, и оно находится в поле этих вибраций, физическое тело, да? И даже хрупкое, да, и это совершенно, так сказать, меняет и физиологию физического тела, то, что происходит, все физиологические процессы. То есть физиология становится пластичной, то есть приспособленной к новым условиям, к новым вибрациям. Меняются показатели биохимические, многие костные структуры обязаны становиться не хрупкими и ломкими, а наоборот пластичными, костные структуры. Да? И что самое удивительное, ваше сознание становится абсолютно пластичным. То есть оно абсолютно адекватно и молниеносно реагирует на текущие изменения ситуации. То есть пластичность во всем, физиологические процессы, сознание, все, знаете, очень пластично. То есть конкретная ситуация, конкретное решение, конкретные, так сказать, действия. Вот эта пластичность, это визитная карточка нового сознания. И для этого принципиально нового вида психической деятельности, мы назвали это сверхсознательной психической деятельностью, характерно спонтанное мышление, то есть мышление озарениями, без работы ума, без логики, а просто сразу выдача какого-то конечного результата на действие, да? Вот. Спонтанные двигательные действия, которые соответствуют этому мышлению озарениями, спонтанная речь, которая не вымучивается и не выстраивается тобою, да, а просто каким-то чудесным образом артикулируется, идет из пространства, а ты только артикулируешь эту речь, рот открываешь, да. Вот. И само по себе поведение становится адекватным, любой ситуации, поведение безошибочное, которое инициируется волей свыше. Вот и все. Вот то, что предполагает и новое сознание. И на самом деле это можно проверить. Это сознание очень деятельно. Оно реагирует на малейшую вещь, на ментальное описание. Иногда, да, но ментальное описание практически невозможно. Иногда по старой привычке я ставлю вопрос вот так. Ментальный всегда получаю один и тот же ответ. Не надо включать ум, не надо ментализировать. Так что новое супраментальное сознание, которое функционирует в режиме сверхсознательной психической деятельности, молниеносно и абсолютно адекватно реагирует на изменения текущей ситуации. Вот молниеносно. И сразу отклик, сразу ответ. Словесный, в поведении или двигательная реакция. Это происходит мгновенно, без участия ума, без логики, без каких-то выводов и без эмоций, что самое главное. Эмоции не успевают включиться, потому что сразу уже решение. То есть нет трения эмоциональных, нет напряженности. Вот это действительно чудо новой жизни, чудо нового сознания. Но как только вы, вот она еще, так сказать, может попытаться включить ум, я не знаю, как это сделать, я теперь не понимаю, можно ли это сделать. Оказывается, нельзя это делать, и не получится, как бы ты ни старался. Но как только вы по старой привычке, еще, так сказать, имея остатки ума, включаете ум, спонтанность вмиг пропадает, ее нету. Вот то, что было легко и просто, куда-то улетучивается. И вы скатываетесь в ментальную деятельность, от чего вам сразу становится не по себе. Какой ужас, опять заработал ум. И это все, это беда. Вот. А ментальное описание переживаний супраментальных, вот высшего порядка, оно невозможно. Но мать, как и Шри Аурабинда, все же умудрялись за фасадом слов сохранять
истинную вибрацию самого переживания. То есть они включали, наверное, все-таки, ну, в какой-то мере ментальную деятельность для описания, потому что все-таки речь – это ментальная деятельность. Если она не спонтанно выстраивается, хотя, возможно, уже у нее и спонтанность была, но она понимала, что даже при максимуме спонтанности выразить вот то, что ты ощущаешь как непреложное, которое без слов понятное, просто никак невозможно. Хотя в обычной ментальной жизни можно многое описать, и вы будете понимать, о чем идет речь. Вот в этом случае это бесполезно. Бесполезно. Шни Авробинда. Бог, который не может улыбаться, никогда не сотворил бы эти вселенные, полные юмора. Замечательно он сказал. Вот, если бы мне предложили только сурового и гневливого Бога и сказали, что другого нет, нет другого, то сегодня я бы ни за что в это не поверил. Потому что мой новый взгляд на окружающий мир из нового состояния сознания, вот, которое действительно претерпело кардинальные изменения. Я видел мир по-старому, я видел мир в сцепке старого и нового, и новый мир видишь уже отдельно от старого. Вот. Я не могу как бы иначе это воспринимать, потому что добрый юмор, он, наверное, Господу присущ. Так что, став на путь сознательной духовной эволюции, улыбайтесь почаще и радуйтесь не раз в месяц, не саркастически радуйтесь, не чужому горю, а всему, что с вами происходит и происходит вокруг. Вы сами иногда в смешные ситуации попадаете. Вот смотрите, все интересно. Все интересно. А суровость, угрюмость и уныние в работе на пути сознательной эволюции – это верные признаки бесовской духовной жизни. Так многие говорили, в том числе Серафим Саровский, Паисий Святогорец. Если вы угрюмы и в унынии и ждете с нетерпением или с терпением, с великим смерти и рая на небесах, вы живете бесовской духовной жизнью. Ясно? Так что улыбайтесь почаще, глядя на все творящееся вокруг. Вспоминаю, как в первый раз, а это было довольно давно, более 60 лет тому назад, в первый раз я спросила, но почему умирают, почему живут люди, чтобы умереть? Это ведь глупо. Тогда, в тот момент, мне дали понять, что все, что нам кажется формой, это проявление постоянного движения. И аналогичный бунт против смерти у меня возник в раннем возрасте. Вот в раннем возрасте я понял, что не должно этого быть. Я присутствовал в ряде похорон, вот там родственники умирали, какие-то меня за невозможностью оставить дома таскали на эти мероприятия, там еще в гробах фотографировали, было модно встать у гроба, сфотографировать вот, человека. И вот есть такая одна фотография, ну, она сейчас фрагментарно сохранилась, когда были похороны одной нашей близкой родственницы, она мне была двоюродной теткой, она не имела детей, она не была замужем, она приходила к нам домой, приносила мне какие-то там подарки, вот, ну, небольшие детские. Но у меня какое-то было к ней очень настороженное отношение, ну, как-то странное, то есть я не тянулся к ней. И эта женщина, спустя какое-то время я узнал, она покончила жизнь самоубийством, она повесилась. Вот. Ну, так, она приносила с собой вот эту тяжесть. Мне было лет 6, наверное, или 5, наверное, лет 5. Да, 55, 6 лет мне было. Потому что я хожу на кладбище, там мои родители похоронены, бабушка, и там же могила этой женщины, там год ее смерти стоит. Вот они рядом, у нас там как бы фамильное было захоронение. Вот. Да, мне было 6 с чем-то лет, 7 еще не было. И вот эта фотография у гроба, родственники на скамейке стоят, там гроб внизу. Вот. И все
родственники, кроме меня, вот все люди, которые собрались у гроба, они все такие унылые, смурные, все смотрят в гроб, или, я не знаю, себя там представляют. А только я смотрю вперед. Такими глазами вперед, не на гроб, вот туда, куда-то вперед. Вот. Бабушка со мной рядом, глаза опущены. Тетка другая, там тоже глаза опущены, все смурные. А я почему-то смотрю вперед. И потом, когда я подрос уже, там перебирал фотографии, мне не понравилось это с гробом, я себя вырезал, бабушку, и вот такая маленькая осталась фотография, я бунтую против смерти, ну не хочу в гроб смотреть. Вот это у меня с детства было. Вот. Ну сколько можно умирать? Вот вы уже привыкли уже, все, готовы к жизни вечной. Но это вас все надо теребить, вы все не верите, помирать лучше, вроде как привычно, все, да, по накатанной. Генетика так вот устроена наша. Генетика-то устроена, но у Господа все возможно вообще-то. Он и пришел, продемонстрировал нам, что можно или нужно начинать новую жизнь, и можно ведь опоздать с этим, да, смирившись с смертью. Мы бунтуем только в неправильном направлении. Врачи не такие, там лечат плохо, вот у нас бунт лекарств мало. Вот этот бунт у нас есть. По-другому надо бунтовать. Вот. И при этом меня всегда удивляло то, что люди смирились с таким положением дел. Вот со смертью смирились и желали только одного. Они желали отсрочить смертный приговор, который с рождения нам вынесен. Ну, мы все знаем, да, он вынесен с рождения, но им надо бы отсрочить его. Нет, чтобы изменить, подать апелляцию туда, сказать, все, не хочу. Понимаете, освободиться. Нет, вот ждем в камере смертников, вот здесь, когда же наконец это состоится. Вот. Ну, не с нами, может, с кем-то, мы в душе-то думаем, что мы вечные, но это наша иллюзия. Вечность, она рождается трудом определенным, а не просто иллюзией. Ясно? Трудиться надо в этом направлении. Вот. И только много позже, став на путь сознательной духовной эволюции, родившись в духе, вот когда действительно вышел на первый план истинная сущность, я осознал, что со смертью физического тела наша жизнь не может прерваться, а меняется только форма ее проявления. Вот мать замечательно сказала. Это проявление постоянного движения. То есть на тонкий план есть переход, там душа переходит как-то тоже, может, с потерей памятью. Ну, само по себе существование не прекращается. Шри-Аурабинда. Мой возлюбленный снял с меня платье греха, и я с радостью позволила ему упасть. Затем он потянул мое платье добродетели, но я застыдилась, встревожилась и попыталась ему помешать. И только когда он сорвал его силой, платье добродетели, я увидела, насколько душа моя была сокрыта от меня. Ну, под возлюбленным, наверное, здесь, безусловно, понимается Господь Бог, да? И окончательная духовная реализация возможна только при условии полного освобождения вас как от чувства вечной греховности, так и от культивирования чувства добродетели. А то мы греховные, надо культивировать добродетели. Вот это все должно перестать существовать. Никакого культивирования добродетели, никакой вечной греховности не существует. Да? Это все проистекает от ложных ментальных представлений о святости. Вот святой – это тот, который памятует постоянно своей греховности и делает добрые дела. Это вообще ужасно быть добродетельным, да? Это никак не соответствует, быть хорошим человеком, как вот говорил Эдуардо, этот эквадорец, который чилийского письма, да, вот тоже, да, вот, надо быть хорошим человеком, праведным, замечательным, не грешить, но это полная чушь, вот, это невозможно сделать. И в связи с этим мне, вот с тем, что вот грех и добродетель, да, мне вспомнились слова, замечательные слова Исаака Сирина. Я в свое время, когда уже достаточно значимые изменения в моем сознании произошли, я вдруг ощутил свободу от прошлой греховной жизни.
Я прекрасно знал, что я делал не так, причем сильно не так, за что вообще надо просто бить там, и оторвать кое-что. Вот, но потом понял, что-то это меня как психологически не трогает. Странно. Ну, может быть, что-то я не так делаю. Вот у вас тоже возникает, может, я что-то не так делаю. Вот. И потом я нахожу ответ у Исаака Сирина, в словах, смысл которых сводится к тому, что если вы до сих пор вспоминаете о своих грехах, то вы безмерно далеки от Бога. То есть, если вы до сих пор в прошлом, там, вот в своей греховной прошлой жизни, то вы никогда не окажетесь в светлом будущем. Никогда. Вы там утонете. А церковь учит о грехах, помните, вспоминайте, исповедуйте, ищите в себе, выковыривайте. Потому что они ни сном, ни духом не ведают, что есть та сила, которая способна выжечь вот эту психологическую нашу греховность, вот та сила, которой мы открываемся. А если мы еще продолжаем в эгоизме своем вспоминать об этом, и там купаться, и говорить: Господи, помоги мне избавиться от той греховности, когда вы были другим человеком, вы должны стать новым человеком, чтобы прошлое вас уже не трогало и не беспокоило. Понятно? Вот это важно. Вот он об этом здесь и говорит, Исаак Сирин. Так что и добродетели, и греховность, они должны быть превзойдены. То есть новое качество сознания, оно должно существовать уже в новом мире. И если вы действительно открыли в себе божественную сущность, и она ведет вас по жизни, а там не существует ведь все-таки у Господа понятия ни греха, ни добродетели. Ну, не существует, не может этого быть, это ментальное сознание придумало, да? Вот. Так же, как у животных не существует ни греха, ни добродетели, они просто живут. И, наверное, человеческое сознание, оно тоже до ментальности, тоже этими вопросами не задавалось. Вот. И вот в новом качестве, действительно вы не будете никогда совершать того, что способно повредить другим людям, естественным образом. Просто. Не потому, что это нехорошо, это нельзя, это греховно. Просто вы не можете этого сделать. Да? И не будете культивировать, естественно, добродетель, чтобы выглядеть хорошим, замечательным, безгрешным. Это будет естественным образом в вашей жизни проявляться как факт, как данность. Вот и все.